Здравствуйте, уважаемые зрители! Ночью мы все постоянно видим сны. Сны бывают фантастическими и абсурдными. Во сне мы попадаем в разные ситуации, взаимодействуем с разными людьми, предметами. Но каким бы ни был безумным сон, мы все равно видим во сне каких-то реальных людей. Это могут быть наши родители, могут быть наши родственники, друзья и даже мертвые люди. Удивительно, что во сне мы можем встретить, увидеть человека, с которым расстались очень давно, и в последнее время даже о нем не вспоминали. Как это объяснить? О чем нам говорят те или иные ситуации, предметы, люди? Сегодня мы об этом поговорим. Поговорим с точки зрения психологии и эзотерики. И для этого сегодня я встретился с двухкратной финалисткой битвы экстрасенсов Оксаной Караевой. Здравствуй, Оксана. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители. Но прежде чем мы с тобой поговорим о снах, мне хотелось бы тебе задать вопрос, который я обычно задаю людям, у которых, как мне кажется, есть какие-то особые способности. Скажи, пожалуйста, как ты обнаружила у себя эти экстрасенсорные способности и как ты начала их применять? Все началось именно со снов как раз. Я стала видеть умерших родственников. Они приходили не просто так. Они показывали, что произойдет в будущем. Я знала, что случится у соседей, у родственников, кто уйдет из жизни, а на какие предостережения стоит обратить серьезное внимание. В тот момент мне стало страшно. Я осознала, что я вижу то, что не замечают другие. И у меня вызвало это тревогу. И в одну ночь я проснулась от того, что меня кто-то переворачивает, гладит по руке и говорит, что мы боимся то, что мы умеем. Честно сказать, я не могу сейчас вам назвать. Это был ангел, архангел или бог, но это была божественная сущность мужского рода без лица. И мое восприятие после этих слов сильно изменилось. Я поняла, что дар – это не для того, чтобы пугать, а чтобы помогать и понимать. И неожиданно я попала на битву экстрасенсов. С этого начался мой путь в эзотерику. Подожди, я правильно понял, что это было в детстве? Нет, это было 7 лет назад где-то. 7 назад, то есть ты уже в осознанном взрослом возрасте была, когда ты обнаружила эти способности. И потом, по стечению обстоятельств, ты попала на битву экстрасенсов. Буквально после сна, я скажу, где-то через месяц. Угу. Ну да, удивительное такое совпадение, конечно. Я считаю, это судьба. Угу. Хорошо, да, это очень интересно. Ну, давай теперь тогда перейдем и поговорим о снах. Я знаю, что многие люди запоминают свои сны, они стараются их расшифровать, потому что они верят, что сны несут какую-то важную для них информацию. И очень часто для этого они используют сонники или обращаются к различным специалистам, к психологам, к экстрасенсам. Я сам в своей практике лет 10 назад, занимаясь психотерапией с людьми, периодически обращался к работе со снами. Я верю, что сны действительно могут помочь нам лучше понять какие-то аспекты, которые происходят в жизни человека. Сейчас я не занимаюсь этим. Сейчас я больше являюсь таким наблюдателем за собственными снами. То есть каждую ночь, ложась спать, я с нетерпением, интересом жду, что же мне приснится в эту ночь. Правда, я не занимаюсь глубоким разбором собственных снов, мне достаточно просто увидеть, и я уже понимаю, о чем этот сон пытается мне сообщить. Как у тебя с этим дело обстоит? Для меня сны несут важные знаки, предупреждения и советы. И мы можем получить на волнующие нас вопросы ответы через сны. А также через сны могут приходить умершие родственники, чтобы предупредить нас, чтобы дать совет
даже попрощаться. Если научиться понимать язык символов и знаков, который посылает нам Вселенная, то мы можем заглядывать в вероятный сценарий событий. А Валерий, я хотела вас спросить. Вы тогда сказали, что раньше вы занимались работой со снами. А почему прекратили? Ну, ты, наверное, знаешь, что в психологии существует очень много различных направлений и очень много разных инструментов. И каждый специалист, ну, выбирает то направление, которое больше ему нравится, то направление, которое больше, может быть, откликается в нем, и выбирает те инструменты, которые лучше всего, ну, у него получаются, и он видит больше смысла в этих инструментах. Вот, поэтому у меня есть достаточно хороший набор, как мне кажется, этих инструментов, которые, мне кажется, что более эффективны, чем просто толкование сновидений. Оксана, я приготовил для тебя несколько вопросов по поводу снов. И первый мой вопрос. С точки зрения эзотерики, любой сон требует глубокого разбора и имеет какой-то смысл? Нет, я считаю, конечно же, не все сны стоит разбирать. В основном те сны, которые оставили эмоциональный отклик, страх, возбуждение и повторяющиеся сны. А если говорить с точки психологии, вот мне интересно, все сны стоит разбирать? Ну, для меня любой сон – это кусочек какой-то информации. Вот я тебе сейчас еще задам вопрос. Скажи, если я к тебе приду домой, и зайду в твою комнату, я смогу что-то сказать о тебе? Я думаю, да. Ну, скорее всего, да. Я смогу сказать, там, чем ты интересуешься, что ты любишь, насколько ты аккуратная, неаккуратная. А если я к тебе сяду в машину, вот глядя на твою машину, я смогу что-то сказать о тебе? Считаю тоже, да. Ну, мне кажется, что где бы мы ни находились, чем бы мы ни занимались, мы все время оставляем такие следы. Вот. И любой сон – это такой же небольшой след. Это такой, как кубик пазла, один кубик. Может быть, по одному кубику мы много не сможем сказать о человеке, но когда таких кубиков собирается очень много, то у нас вырисовывается какая-то одна большая такая картина. И мы действительно можем узнать очень много интересного о человеке, которому эти сны снятся. Вот. Но в то же время, так же как и в эзотерике, психологи не работают со всеми снами. То есть действительно выбираются те сны, которые оставили какие-то яркие эмоциональные переживания, или те сны, которые повторяются очень часто, или сны, в которых есть какой-то страх, то есть люди там видят какие-то ужастики, то есть тогда с этими снами есть смысл разбираться. Валерия, меня интересует один вопрос еще. Как ты относишься к осознанным снам? То есть осознанный сон – это когда во сне человек может управлять тем, что с ним происходит. У меня у самого такой опыт был, там лет 20 назад, наверное, если не больше, когда я, правда, не занимался еще психологией, каким-то образом я научился это делать, и некоторое время я действительно засыпал и во снах делал какие-то вещи, ходил куда хотел. Да, что-то. А вопрос, как вы это делали? Сейчас я тебе не расскажу. По большому счету, если тебя это интересует, в интернете есть там даже целые курсы, когда людей обучают, как это делать. Просто почему я перестал этим заниматься? Потому что для себя большого смысла я не увидел в осознанных снах. С одной стороны, это интересно, это очень яркие такие переживания, ощущения, но с другой стороны, это требует все-таки определенных усилий, концентрации, каких-то вещей, которые нужно делать. А хочется просто лечь и заснуть. Нет, на самом деле я умею управлять своими снами. Мне просто интересовало это с точки зрения психологии, как это происходит, да? Но с точки зрения психологии, наверное, до конца, все-таки никто
не объяснит, наверное. Ну, я не буду говорить за всех, не знаю. Скажем Ну так, да, что остановимся не на знаю. этом. Тогда интересно, расскажи, как ты это делаешь. Если ты говоришь, что ты можешь управлять, как ты это делаешь? Ну, конечно, не всеми снами я могу управлять. Это в основном связано вот с умершими родственниками, которые ко мне приходят. Если возьмем там лет 7 назад, когда их видела во сне, у меня возникал, да, страх, как я уже говорила, то теперь у меня уже со временем, это, конечно же, не за один день вы можете научиться, да, управлять ими, это могут и годы занять, как у меня, например. И теперь я уже спокойно воспринимаю их и задаю им вопросы. А как это происходило? Ну, по большей степени я скажу, как программирование перед сном. Мгм. Я говорила себе, я не буду бояться. И это со временем ушел этот страх. Мгм. Ну, и ты сейчас рассказываешь, и я вспоминаю одновременно, что когда-то я точно так же э, программировал перед сном себя не убегать. То есть был период, когда за мной во снах кто-то гнался, меня пугал, и я убегал. И в какой-то момент я помню, что я решил, что все, я больше убегать не буду. И я начал тоже перед сном настраиваться, что если мне приснится, то я пойду навстречу этому чему-то и буду с ним вести какой-то диалог. И ты знаешь, удивительная штука, когда у меня первый раз это получилось, то действительно что-то, было ощущение, что бежит что-то огромное, большое, и когда я там, каким-то образом там, с усилием воли остановился, развернулся и пошел навстречу, то удивительно, это большое что-то сдулось. Я уж не помню, во что оно превратилось, но после этого такие сны особо больше мне не снились. И на самом деле, на сегодняшний день мне не снятся ужастики. Вот. Самое, что может быть неприятное мне может присниться, это когда я во сне подвисаю и не могу сделать какие-то, не знаю, там активные действия, движения. То есть как бы так замирать. Ну, ты понимаешь, что происходит, но сделать какие-то вещи ты не можешь. А как вы это объясняете? Психологи, точнее не психологи, сомнологи объясняют это таким образом. У меня своего мнения такого нету, я к мнению сомнологов прислушиваюсь. Они объясняют, что в какие-то моменты сна центры, управляющие нашим телом, выключаются. И когда мы, там видим сны или, вот в этих фазах, когда эти центры отключены, то очень часто сон и состояние тела соединяются. И поэтому возникает ощущение, что мы действительно не можем двигаться, с нами что-то такое происходит. Не знаю, насколько это действительно так, не так, такое есть какое-то объяснение. Я бы это, если взять с моей точки зрения, да, как экстрасенс, я бы сказала, что в жизни у вас такой период, что вы не знаете, куда идти дальше. Я соглашусь с тобой. Да, ты, кстати, уже там, я хотел об этом чуть позже говорить, но я соглашусь, что действительно таким образом я могу, когда мне снятся такие вещи, я понимаю, с чем они связаны. И там чаще всего действительно есть какая-то растерянность, непонятно, что делать, куда идти, и, может быть, как жить, и так далее. То есть такие есть мои наблюдения. Хорошо, Оксана, у меня следующий вопрос. Если, мне интересно, опять же, я знаю, как работают там со снами психологи, но мне интересно, если я, предположим, решу к тебе прийти со своим сном, обратиться к тебе за помощью, как будет проходить наш сеанс? Как ты мне поможешь разобраться со сном? В основном, если говорить, то редко приходит именно конкретно со снами, да, в основном за трактовкой обращаются это знакомые родственники. Если говорить клиентах, то это в основном, если обращаются, то это с умершими родственниками, которых они видят во сне и хотят понять, что они хотят, что они могут, какую информацию они хотят им передать.
больше так, да. Ну, конечно, тогда уже мы начинаем разбирать и эмоции, какие человек ощущал во сне, в каком виде приходил умерший человек, да, и обращаю, естественно, на образ жизни тоже человека. Мгм. То есть я тебе должен рассказать свой сон, после этого какие ты мне вопросы будешь задавать? Я спрошу, конечно же, как часто вы видите сны? Как часто вы видите, например, умершего родственника, да? В каком виде вы его видите? Какие эмоции он у вас вызывает? Что в жизни происходит? Это Мгм. такие главные, наверное, вопросы, которые я задаю. Мгм. То есть это такое... Может быть, да, также могу спросить, что перед смертью какие у вас отношения были. Ну, тут тоже задействуется и психология, не только эзотерика. Мгм, мгм. Ну, я слушаю тебя и, в принципе, перевожу это на психологические, ну, как бы, рельсы и, в принципе, отмечаю, ну, как бы схожие элементы. Потому что, ну, для психологов сон– это метафора. Вот, это продукт, ну, как бы, жизни, сознательной жизни там человека. И эту метафору нужно расшифровать. Вот, и в расшифровке, и мы можем расшифровать эту метафору, только опираясь на конкретного человека, ну, на человека, которому это приснилось. Потому что только человек знает, что значат те или иные люди, что значат те или иные предметы. Потому что один и тот же предмет для разных людей может обозначать совсем разное. Ну, например, там собака. Для кого-то собака– это любимец, член семьи, пушистик, а для кого-то это воспоминания, не знаю, о страхе, о травме, о том, как собака там напала, покусала. Да? Я это тоже не исключаю. Вот, поэтому будет восприятие там во сне этого образа совсем разное, не одно и то же. Да, и поэтому, когда там психолог разбирает там сновидения, тут очень важно обратить внимание на те эмоции, чувства, которые человек испытывал во время сна, после пробуждения, смотреть, что для человека значит та или иная ситуация, тот или иной там предмет, человек, какие у него связаны с ним ощущения, воспоминания. Вот. Ну и действительно очень важно тоже обращать внимание на динамику сна и на историю, которую этот сон хочет донести до человека. И тогда вот в комплексе всего этого можно, ну, как бы понять, что сон хочет сообщить. Вообще, это, ну, психология – это серьезная работа и занимает как минимум там одну сессию, а иногда, наверное, бывает и больше. Ну, здесь у нас есть совпадение. Угу. Скажи, с какими снами чаще всего к тебе обращаются люди? Ну, не обращаются, а тебе приходится, может быть, сталкиваться там, с чужими, я имею в виду. Ну, опять же, да, проговорю, что это все связано с умершими. Самый часто задаваемый вопрос. Преследование, падение с высоты, смерть во сне тоже очень часто. Пугаются люди, когда видят, что они умерли. Хотя это на самом деле значит, что человек долго будет жить. Угу. Угу. Таких больше прям... Ну, это еще раз повторюсь, это падение, преследование, смерть и умершие люди. Ну, можешь тогда, может быть, вкратце рассказать, что каждый из этих снов значит? Ай. Если говорить, например, о падении, да, то тут тоже зависит, куда вы упали. В пропасть, или просто вы падали, или в воду в грязную, да. Ну, возьмем пример, что это была вода грязная. Это в основном к болезням, да. Угу. Если это говорить пропасть, да, то тут опять зависит, а что вы планировали перед этим? Может, вы планировали какой-то бизнес-проект, да, и этот сон вас предупреждает о том, чтобы вы, может быть, обратили на что-то внимание, может, даже не делали это. Да. Тут все зависит от контекста больше.
Если говорить о преследовании, да, то тут тоже мы возьмем преследование может быть, например, медведем, а может быть человеком, а может быть сущностями какими-то, да. А если мы возьмем это были демонические сущности во сне, то это вообще может означать о магическом влиянии на вас. Если говорить на медведе, то тут важно еще, чем сон закончился. Если медведь вас догнал, то это может говорить о предостережении. Например, вы на следующий день идете навстречу, да, возьмем там с начальником, то стоит вам учесть, что не стоит с ним ходить в конфликт, да, что это может закончиться, если он на вас напал, то это может закончиться плохо, да, плачевно. А если медведь преследовал и все-таки убежали, то избежите каких-то критических, например, ситуаций на работе с начальством. Да. Тут опять зависит, кто и что это было. Если собака вас преследует, это всегда говорит друг, мужчина в основном, да, так могу сказать. Смерть, я повторюсь, это в основном к долгой жизни. Если говорить о умерших, да, то в основном они несут предупреждения, советы, да, и также приходят попрощаться. А еще очень такой часто задаваемый вопрос – это опоздал на самолет, на поезд, да, на автобус. И тут тогда, если на самолет и на поезд, то в основном это к перемене планов, да. А если говорить, что вы опоздали на автобус, то тут я могу сказать, надо радоваться, потому что если вы сели, и там еще присутствовал кто-то из умерших родственников или знакомых, и не вышли с него, то это может быть к смерти даже значение такое. Окей, очень интересно. Вот крутится вопрос у меня. Скажи, а как ты определяешь, вот, ну, когда ты смотришь на свои сны, как ты определяешь, что тот или иной сон, он несет какую-то важную для тебя или для твоих там знакомых, близких, какую-то важную информацию? Как ты определяешь? Ну, конечно, это уже опыт, возьмем, так скажу. Плюс, конечно, эти сны оставляют, они яркие, они оставляют эмоциональный отклик, опять же, повторюсь, да. И у меня уже есть свой дневник, да, я его веду очень давно. Если я вижу, там просыпаюсь ночью и чувствую, что этот сон несет какое-то предупреждение или совет, то я его записываю и потом, конечно же, проверяю, так это или не так. Оксана, мы поговорили с тобой о вещих уже снах, но у меня еще остался вопрос по поводу повторяющихся снах и кошмаров. Что это с точки зрения эзотерики? О чем это говорит? Повторяющиеся сны, конечно же, на них стоит обращать внимание. Да? Тут Вселенная нам посылает знаки и символы, на что стоит обратить внимание. Может, вы идете не той дорогой в жизни, может, вы что-то делаете не так. Все зависит, да, от контекста и от жизненной ситуации. У конкретного человека. А если говорить о кошмарах, то тут я пришла к выводу, что большинство кошмаров это все-таки сны, которые несут предупреждение. Приведу пример. Вы видите умершего родственника, который с вами там разговаривает во сне или что-то делает, и многие люди на самом деле пугаются. И человек считает это кошмаром, а на самом деле мертвые к нам приходят для того, чтобы предупредить, дать совет или попрощаться. Это вот такой пример, да? А есть, конечно же, кошмары после посещения с тяжелой энергетики мест, кладбищ, да, больниц даже, старых заброшенных домов. Да, то здесь они не несут ничего. И
Вывод у меня один, это все-таки предупреждение. Мгм, мгм. Ну, слушай, тебя я вижу, что очень много то, о чем ты говоришь, пересекается там с психологической точки зрения, потому что повторяющие сны, это, ну, с точки зрения психологии, это, опять же, э, сигнал о том, что обрати внимание, то есть ты или чего-то боишься, или чего-то не решаешь какие-то задачи, вот, обрати внимание и разберись с этим. А если говорить про кошмары, ну, я все-таки не отношу. Ну, есть простые сны, то есть многие сны это просто сны, это продолжение той нашей деятельностью, которой мы занимались днем. И если я там днем, например, посмотрел там фильм ужасов или, не знаю, там играл в какую-то игру, то во сне я могу продолжать переживать то, что было там на экране компьютера или телевизора. И этот сон тогда, по большому счету, может ни о чем не говорить. Ну, Мгм. какой-то такой большой важной информации с точки зрения психологии, может быть, он и не несет. Вот. Но если у человека действительно повторяющиеся, очень часто повторяющиеся кошмары, то для меня это сигнал, что у человека есть тоже серьезные какие-то психологические травмы. То есть, может быть, даже они были не днем, а может быть, даже произошли несколько лет назад, и с ними стоит разобраться. То есть любая травма – это как заноза, которая сидит там где-то в теле, и когда в нашей жизни происходит что-то, что, может быть, напоминает о той ситуации, то есть это ощущение через сны вылазит и о себе дает знать. Но опять же, тоже у нас идут совпадения идут. Мгм. Хорошо, Оксана, у меня еще один к тебе вопрос. Скажи, ты ведешь статистику своих каких-то снов? Ну, статистику, сбылись твои предсказания о будущем или нет? Да, у меня есть дневник своих снов. Ну, скажу 90%, что да. 90% моих снов сбылось. То есть это относится как... это предсказания, которые были... Ну, ты делала каким-то людям, правильно понимаю? И в том числе И я да, и свои и свои. беру, и чужих знакомых людей, то, что я видела. Мгм. Ну, у меня вопросы закончились. А у меня есть один Да. такой интересующий тоже меня вопрос. Валерий, вот скажи, такой пример приведу, как объясняет психология. Например, я вижу человека во сне, которого не видела, ну, возьмем так, 10-15 лет. И я вижу, что на данный момент происходит у него в жизни, и что ему стоит опасаться, да, будущие события. Как это можно объяснить? Я звоню, например, этому человеку и спрашиваю, вот я видела тебя во сне, да, тебе идет предупреждение через сон, что вот то-то, то-то, то-то. Он говорит, да, у меня на данный момент вот проблемы сильные со здоровьем, но я не знаю, что делать. Да, я ему говорю, в твоем случае стоит, например, обратиться к врачу, да, в срочном порядке. Как это можно объяснить? То этот сон я не смогу объяснить. И этот феномен не смогу объяснить. Я буквально вот на днях разговаривал со своей знакомой, и она мне рассказала о том, что во сне она увидела нашего общего знакомого, с которым, ну, мы все уже расстались лет 30 назад. И этот знакомый в наше поле зрения, ну, с тех пор не попадал. И мы с ней пытались, ну, понять, о чем этот сон говорит. И пришли к выводу, что вот этот человек был связан с ней с хорошими переживаниями. То есть это человек из молодости, когда они очень много общались, и находиться с этим человеком ей было очень комфортно, безопасно, расслабленно. И
увидев этот человек, она вдруг осознала и поняла, что действительно сейчас, на сегодняшний день, ей этого очень сильно не хватает. Ну, мы так это объяснили. Насколько это правильно, не знаю. Нет. Ну, может быть, еще там, ну, как бы, по-другому то, что сказал, постараюсь выразить. Как я уже сказал, то есть у нас каждый образ или человек имеет свой какой-то эмоциональный заряд, то есть у нас связаны с этим человеком или предметом какие-то переживания, эмоции, чувства, какие-то приятные, неприятные, ну, события. Вот. И когда нам что-то не хватает, может быть, или наоборот что-то происходит, что напоминает ту ситуацию, то этот предмет или этот человек может нам присниться. То есть давая таким образом, опять же, информацию, в чем мы нуждаемся или что происходит в нашей жизни. Вот это интересно, да? Если бы это касалось во мне, нуждалась, да, то можно сказать, а тут же идет ему прямой совет. Да, поэтому Нужде. я не могу это объяснить с точки зрения психологии. Вот, я, ну, разбираясь с этой темой, понял, что действительно о снах мы понимаем очень мало. Нету ни одной теории, которая бы на 100% объясняла все какие-то феномены, которые происходят во время сна. Тут интересно, да, если говорить с точки зрения психологии, наше подсознание может улавливать там, да, все, что вокруг происходило и год назад, да, и помнить, да, в нашем Да? подсознании. Ну, считается, что да. Да, но вот опять же, да, а то, что происходило 20 лет и копило, это значит должно было так быть. Если это касалось здоровья, мое подсознание должно было уловить информацию, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем, правильно? Угу. Но опять же, а почему оно выдало спустя столько времени, что это произойдет сейчас? Там по поводу болезней, там приснилось, что там что-то произойдет, что-то заболит, как это работает. Но у меня, опять же, есть объяснение, ну, из того, что я уже сказал. То есть, когда у нас в теле происходят какие-то изменения, запускаются какие-то процессы, там что-то, не знаю, растет или исчезает и так далее, уже возникают в теле какие-то ощущения. Эти ощущения могут быть очень, ну, скажем, маленькие и нечувствительные, но наше тело фиксирует их. И когда мы засыпаем, то вот эти сигналы доходят до... Ну, эти сигналы начинают, опять же, складываться в какие-то картинки, и тело пытается через сон нам об этом, ну, как бы сказать, заявить. Ну да, это если касается себя лично, Да, да? лично себя. А я про других людей имела в виду. Сложно тоже, хотя, опять же, можно пофантазировать, предположить. То есть можно предположить, что ты настолько внимательная и наблюдательная, Ну что вот я ты к этому и хотела сказать. ну, находишься в контакте с этим человеком, и ты замечаешь те нюансы, которые не замечает другой человек. Ну, например, сейчас момент. Например, говорят, что женщины очень наблюдательнее, чем мужчины, потому что, ну, она должна там много чего делать, в том числе там выращивать ребенка, ну, растить ребенка. И поэтому женщина все время наблюдает за всеми изменениями. Я согласна. Угу. А если это происходило 20 лет назад? Вот Вот тут, да, интерес. Почему у меня всплыло сейчас на моем подсознании? Почему сейчас именно? Я опять не понял, что 20 лет назад было. Я имела в виду, что, да, вот я не видела человека очень давно, и мне приснился сон, предупреждающий о его болезни, да, что вот если он не пойдет к врачу, например, он может умереть. Ну, опять же, я могу пофантазировать, это мои фантазии будут, что ты уже тогда, общаясь 20 лет назад, видела и понимала, что его образ жизни приведет... Вот, ну вот, наверное, да, только одно объяснение, к чему я тоже пришла, если с точки зрения психологии, что мое подсознание уже тогда заметило, что у него есть проблемы, но почему-то мне это было показано только спустя такое время. Вот почему? Вот тут, конечно, я не могу, да, никак тоже сама ответить. Да, я считаю, это послание свыше. Ну, может быть.
для нас все, что непонятно, мы относим к области какого-то, не знаю, к области мистики. Да, и но очень есть много вещей, которые раньше являлись там непонятными, мистическими, но со временем они Я получили согласна. какое-то объяснение. Да? Я согласна, Это- но на этот вопрос я еще не получила ответа. Хорошо. У тебя еще есть какие-то вопросы, может быть, ко мне? Нет, я, наверное, все, что я хотела, я узнала. Мгм. Ну, тогда такое небольшое, может быть, у тебя, может быть, есть какое-то напутствие, пожелание, там, не знаю, зрителям, или что-то, может быть, скажешь по поводу снов? Я бы посоветовала вести дневники, записывать и обращать внимание, конечно же, на сны. Потому что, как мы уже говорили, не все сны, естественно, несут, да, какие-то предостережения, советы, да. А те, которые оставили эмоциональный отклик, повторяющиеся сны, да, я советую на них обращать внимание. Мгм. Ну, здесь мы с тобой полностью, как бы, наш взгляд совпадает. Я точно так же считаю, что сон – это кладезь такой очень большой информации о нас. И действительно, через сны мы можем лучше понять себя, понять, может быть, даже будущее свое. Вот. И поэтому стоит обращать внимание и разбираться со своими снами. То есть это очень такая полезная, хорошая штука. Научитесь понимать символику, язык, который посылает нам Вселенная, и тогда вы можете заглядывать в вероятный сценарий событий. Мгм. Спасибо тебе, Оксана, за то, что ты пришла, и мы с тобой поговорили о снах. Спасибо тоже, Валерий, тебе. Мгм. Ну, до новых встреч, дорогие друзья. Пока. До новых встреч.